в России частичная мобилизация. Пока еще не поздно, типа там день-два, есть возможность куда-то улететь, уехать, в том числе в Беларусь. Если что-то случается в России, то в Беларуси тоже обычно это случается чуть позже просто. После такого я точно не хочу даже возле границы с Беларусью оказываться. Чего ты сейчас радуешься? Вот чему ты сейчас радуешься, когда вот сейчас все так плохо? Пей, Сашка. Потому что я ненавижу Пепси и ненавижу Зеро. Я этого дня, ребята, ждала. Господи, я уже не знаю, года 2. Вот когда-нибудь я приготовлю вкуснейший супчик из тыквы. Честно говоря, мне так не хочется убираться, а тебе, Сашка, хочется? Я готовлю суп. Хорошее оправдание. Ребята, когда Саша готовит, посмотрите, пожалуйста. Ребята, всем привет! Огромное спасибо, что заглянули на наш канал, что включили это видео и будете нас смотреть, да? Да. Мы тут сразу решили с такой темы начать. Резко, да, потому что молчать сложно. Мы как узнали... Мы возмущены. Я узнал это вообще на работе. Ну, пришло письмо, рассылка о том, что в России частичная мобилизация. Если кто-то еще, ну, у нас там в основном все проекты вывезли, и всех сотрудников из России, но, наверное, еще не все уехали, и те, кто остался, короче, подпадают под угрозу. К сожалению, да. Ну и да, как сказали в этом письме, типа, у кого есть возможность и желание, типа, лучше... пока еще не поздно, типа, там день-два, есть возможность куда-то улететь, уехать, в том числе в Беларусь, где на границе нет контроля, и уже оттуда пытаться дальше. Кто-то видел в Казахстан, кто вообще в разные страны. Ну, где частичная мобилизация, там, ну, никто не знает, насколько она частичная, поэтому опасно для всех, я думаю. Ну да, и это, конечно, разрушило наши планы. Мы думали, что когда мы получим карту побыта, мы поедем в Беларусь. Но, как известно, если что-то случается в России, то в Беларуси тоже... Обычно это случается чуть позже просто. Но это случается, это тоже как бы опасно. И в Беларуси тоже опасно. Это и было опасно, а вот после такого я точно не хочу даже возле границы с Беларусью оказываться. Поэтому мы, наверное, к сожалению, пока в ближайшее время, в ближайший год, а может и 2, я не знаю, пока вот это все не успокоится, наверное, мы не поедем в Беларусь. Да? Я не забираюсь. Не, ну конечно. Рисковать с Сашей? Нет, конечно. Короче, вот такие дела. Пишите, что вы думаете. Расстройство за расстройством. Да. Ну, я уже там немножко почитал. Я немножко, наверное, выпал из новостей, потому что они негативные всегда в основном. И вот эта резкая новость, и зашел почитать в целом, как-то подробнее, вообще был в шоке. Многие пишут уже вот со временем, что начали получать повестки в первый же день. Короче, жесть. Да. Это все было давно спланировано, я думаю. Все были готовы, военкоматы. Все. Просто еще вот по поводу негативных новостей. Вот знаете, когда мы были вот в Беларуси, я всегда читала все новости. Я была в курсе вообще всего. Я читала все телеграм-каналы. И вот я чувствовала, вот, ну, конечно, не депрессию, но я не знаю, но тяжело на душе было. Тяжело на душе, ну, не хотелось угнетать, да. Не хотелось абсолютно... Вот ты радуешься и думаешь, блин, что ты сейчас радуешься? Вот чему ты сейчас радуешься, когда вот сейчас все так плохо? И тут вот мы приехали в Польшу, как-то вот перестали читать новости. Ну, конечно, глобальные новости мимо тебя не пройдут. Все мы сидим в интернете, все мы с кем-то общаемся. Если ты не прочитаешь это в интернете... Извините, что потому что такое смешное сейчас сделала. Сайт-то такой смешной. Если ты не прочитаешь это в интернете, то обязательно наткнешься это, ну, с кем-нибудь, с кем общаешься. Короче, новой мобилизации невозможно было не узнать. И вот опять чувствуешь, вот это вот, когда говоришь про эти новости плохие, то опять на душе опять становится вот плохо. Потому что, во-первых, ты не сможешь ехать в Беларусь. Ну, мы конкретно не сможем ехать в Беларусь. Во-вторых, у людей ломаются судьбы в очередной раз. Ну, и это лишний раз еще нагнетает всю обстановку. Да, украинскую ситуацию, потому что и так как бы там ничего не прояснялось. Сейчас еще хотят людей нагнать туда больше. Короче, это вообще, это получается и так уже столько сломанных судеб.
а их будет, наверное, еще больше. И от этой мысли это просто катастрофа. Короче, сложно вот в этом негативе кругом жить. Поэтому, наверное, мы опять попробуем как-то абстрагироваться, больше заниматься своими делами насущными, решать свои проблемы хотя бы для начала, заниматься своей жизнью, чупи. Ну вообще... Сложно вот в этом пузыре быть. Я думаю, что все люди так делают, как мы. Все в курсе всего. Но, вот, ну, ребят, вот комментарий, все, что мы хотели сказать, мы сказали. Да? Идем дальше. Так что оставайтесь с нами. Все, записываем. А, блин, я... Вы что, обалдели вообще? Ну-ка. Он такой смотрит. Ребят, просто я вон там поставила ему еду на весы. Ну, а он такой стоит и говорит, ты что вообще? Обалдела? Еду мне давай, и снимать она стала. А я такая думаю, блин, сейчас начну снимать. И забыла, что Чупи... О, смотрите, как мы Чупи научили. Сидеть. Чупи. Почему, когда мы тебя снимаем, ты ничего не хочешь делать? Протест. Чупи. Сидеть. Молодец. Сидеть, супер собака. Еще как вкусно покушать. Можно? Иди, молодец. Хотели показать другое. Ну ладно, зато вы теперь знаете, что у нас Чупи воспитанная, дрессированная собака. Да? Да. Разрекламировала нашего Чупсика. Так, о чем мы хотели рассказать вам? Что конкретно сегодня немножко хотим сказать про Жабку. Это знаменитая сеть магазинов. И у них есть один плюс. Ну, как бы не один плюс. Плюс в том, что, во-первых, их очень много. На они каждом всегда... углу и часто выручают, потому что работают с утра до поздна, по выходным. По такое. Воскресеньям, ребятки. Да, там есть хот-доги, есть чай, кофе. Ой, хот-доги это вообще. Это вот эта станция с кофе и чаем. Выручала. Да. И плюс у них есть приложение, где можно копить баллы, не только. И плюс, помимо того, что можно какие-то товары покупать потом за накопленные баллы, у них еще бывают всякие акции, например. Вот сейчас мы наконец-то, мы неделю ловили, чтобы была доступна вот эта штука. А мы говорим о приложении Жабка. Обязательно должна быть на телефоне, чтобы пользоваться вот этими всякими плюшками. Я уже в своем приложении использовал, но вот у Оли за один жабс это буквально там за, я не помню конкретно сколько выдается, но один жабс это очень мало, короче. Это за потраченных пару грошей. Ну, да. И за один жабс можно взять себе бутылку 500 Pepsi Max. И как вы думаете? Вот там есть код. Да. Я сегодня уже использовал. У Оли просто телефона с собой не было. Да. Так мы две взяли. А, ну и мы взяли. Да. Ну и это не первая такая акция. Всякие. У нас такой бардак, ребят, дом. Ну это нормально. Дом, бардак, это нормально. Это та... Упакуем, наверное, мы уже... Та шубейка, которую, да, надо вернуть. Вот это у меня кружка. Уезжает любимая Магда моя. И мы решили ей сделать такой подарок. Не та Магда, которая ассистент. Другая Магда. Короче, их несколько, ребят. И мы решили с Магдой сделать ей приятный сюрприз. Вот первый из сюрпризов это вот такая кружка. Кстати, покупала ее в Пепко. 15 злотых стоит. Она офигенная, скажи, Сашка. Такая стильнючая и большая. Ну, для меня стильнючая. Ну-ка, пей, Сашка. Потому что я ненавижу Пепси и ненавижу Зеро. Да. Все, что Зеро, я просто терпеть не могу. Это так невкусно. Из-за того, что там сахарозаменитель. И он настолько чувствуется, вот эта стевия неприятная. Ну что там, один жаб заходит? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не? Ну, как бы пить можно. Можно я попробую потом? Я хотела завтра с собой взять. Ну, не ужасно. Ну, я в целом Пепси как-то не очень. Ну, почти нормально, такой. ну... А послевкусие есть. Вот когда пьешь нормально, а послевкусие вот это стевия этой. Вот я ее ненавижу. Это вот и про стевию, это я говорю, вот эти вот таблеточки маленькие, которые закидываешь в какой-нибудь кипяток, они так растают, ну, в воду. Ну, ты знаешь, да, о чем я?
Блин, они такие ужасные. Как их вообще можно пить? Все, ребятки. Я этого дня, ребята, ждала. Господи, я уже не знаю, года 2. Этот человек, Александр Бражицкий, будет готовить тыквенный суп. Вот там тыква. И вот Lidl Mix. А я буду сидеть, кайфовать и ждать супа. 2 года он мне обещал. Сначала началось все в Минске. Он говорил, вот когда-нибудь я приготовлю наивкуснейший супчик из тыквы. Вообще не так просто тыкву найти, по-моему. Да, в Беларуси легко, просто мы не ездили на рынок, вот это вот. Или бы мы когда находили, там большая лень, короче, ну и всякое такое. А тут появился Lidl Mix. И у Саши появилось желание. И тут тыквы, сейчас сезон, и эти тыквы там разных видов, они продаются. И плюс была скидка. И мы решили, все, это знак, пора. И Сашка сказал, буду готовить. Все купил. Я так рада, ребята, 2 года этого ждала. Че ты смеешься? Что, нет, что ли? Да. Пристыдила Сашку немножко. Пристыдила Сашку немножко. Ты пристыдился? Угу. Чупи! Покажи свою сладкую мордочку. Ну, покажи. Ну, кто такие сладкие ушки у нас? Вот такие сладкие ушки. Ой, облизён, ой, облизён. Чупи, скажи ребятам привет. Скажи ребятам привет. Привет, ребята! Я ваш друг. Я всех друг. У меня такая классная жизнь. Я сплю, ем, гуляю. Жалеюсь. Выделываюсь, не послушничаю. Это все я. Пойдемте покажем вам рецепт. Ребята, у нас такой бардак. Просто посмотрите на это. Это все сделало 2 человека. Я и Саша. У нас бардак везде, у нас даже там бардак, и на полу бардак. И, честно говоря, мне так не хочется убираться. А тебе, Сашка, хочется? Я готовлю суп. Хорошее оправдание. Может, Чупик уберется? Чупи, уберешься? Тоже, а он говорит, а я ем. Все делают вид, что меня не слушают. Ладно, давайте рецепт. Я сама еще даже не видела рецепт. Значит, наш Lidl Mix. Вот. Суп из тыквы. Значит, что нам нужно здесь? 2 цибули, 60 грамм. Это очень маленький. Да, маленький. Ну, Саша, одну большую. 50 весит. Потом чеснока. У нас нет, мы вообще его не едим. Дыни Хоккайдо. А у меня какая? Хоккайдо. Ну, любая. Ну, у нас не Хоккайдо. Ну много, почти вот больше килограмма. 75 грамм масла. Ложка бронзового цукру. У нас обычный цукер. 1 ложка соли. Ложка перца. 2 щепотки корицы. Мы тоже это имеем. 2 щепотки. 2 ложки. Или что? Галки. Мускатный орех. Мускатный орех. 2 щепотки мускатного ореха тоже есть. 1 литр теплого бульона важивного. Мы сами его делали. Такой бульон у нас тоже есть. Мы его замораживали. 300 миллилитров сливок жирных. 2... А вот что такое хлуст, я не знаю. Тут вот в рецепте 2 хлуста соков цитрона. Ну, я не знаю, что такое хлуст, надо перевести. Короче, что-то с лимонным соком. 6 ложек битой сметаны, спрею. Надо было купить сбитые сливки. Мы можем сами сделать, а может и не будем. Килька кропли олею с косточек этого, как это называется? Тыквы, дыня, хотела тоже сказать. Хотела сказать дыня, как тут написано. Ну вот и все. Должно получиться вот так красиво. Посмотрим, что будет у нас. Ну и начинаем готовить. Что вы скажете в свое оправдание? Ребята, когда Саша готовит, посмотрите, пожалуйста. Тут все рассыпано. Ну ладно, тут. И вот тут еще на полу. Вы бы слышали, как он кричал: нет!
Нет, все сыпется. Просто. Я говорила, что у нас грязно. Забирай свои слова обратно. У нас было очень чисто. Да, Сашка? А вот теперь у нас грязно. Будем убираться это все. Но главное, не порезался, как я сказала. Массакр. Все, ребята, закончилось готовиться. Это оказалось так вкусно вообще. Мускатный орех прямо в тему. Все в тему. Может быть, я даже не знаю. Но только мы думаем, что сейчас сделаем сухарики. Да, вот это точно будет в теме. Так вкусно, я в шоке. Вообще, благодаря вот этой машине, вот этому нашему Lidl миксу, мы уже попробовали столько всего интересного. Да, ну вот супы классные. Супы вообще 10 из 10. И... Надо еще помидорова как-нибудь попробовать. Да, и много... журек. Здесь? Да, там есть. Короче, ребят, еще я хочу пробовать там дряники, там столько рецептов. Ну, тесто. Тесто на пиццу. А, еще одно перемешивание, но... ну все. Короче, что такое? Сейчас будем делать сухарики и кушать. Если кто-то кушает, то тоже вам приятного аппетита.